Привет, физкультурники! Сегодня мы с вами запишем очередное видео, и как вы поняли из названия, наше видео сегодня будет про бёрпи. А более точно, наше видео будет сегодня про технику выполнения бёрпи. Да, я знаю, есть кучу видео на YouTube уже, которые были записаны, как делать, что делать, куда делать. Я все это прекрасно знаю, но почему я решил записать видео про это? Потому что я вижу, как у себя в боксе, так и во всяких разных роликах на YouTube я вижу, как люди выполняют бёрпи, и или им так удобно, или они просто не понимают, что они делают это более сложно, чем это может быть на самом деле. Я не знаю. Но вот такое ощущение, что люди просто не умеют их делать правильно. Поэтому сегодня я хочу показать свое видение, свою технику, как я делаю, как мне легче, как мне проще, как мне правильнее, по-моему, мой подход. И хочу это передать вам. Если вам понравится, если вам зайдет, классно. Значит, вы что-то новое выучили, вы сможете это применить в своих тренировках, и это вам поможет просто в тренировках. Если же вам не зашло, или у вас своя техника, которой вы до сих пор пользуетесь, она вам подходит, без проблем, пожалуйста. Я также уверен, что многие из вас наверняка делают по такой же технике, как делаю я. Но для тех, кто нет, для тех, кто на это не обращает внимания, я все-таки это видео решил записать. Гляди, да может быть это чему-то поможет. И даже если это поможет небольшому количеству людей, я буду рад, что я что-то смог сделать полезное для вас, друзья. Итак, как всегда, я, Гоша, тренер, занимаюсь кроссфитом, тяжелой атлетикой. Всем, кому эта тема интересна, подписываемся, ставим лайки. Как я всегда люблю говорить, вам не сложно, друзья, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Так что, друзья, не ленимся, ставим, а я уже начинаю. Погнали! Итак, друзья, в чем же заключается мое видение, как правильно делать бёрпи? Я разделил для себя бёрпи на две части. Первая часть я называю бёрпи спринт. Окей? Это те бёрпи, которые мы должны выполнять быстро. Когда эти бёрпи выполняются быстро, это когда у нас есть либо короткие какие-то спринтерские метконы, либо где есть небольшое количество бёрпи. Кстати, каждый для вас может сам решить, что значит для него небольшое количество бёрпи. Для кого-то это может быть 5 раз, а для кого-то это может быть и 20 раз. Окей? Поэтому тут каждый решает сам. Но вы должны уяснить, что то минимальное количество, которое вы можете выполнить приблизительно на скорости 90-95%, такая спринтерская хорошая скорость, выполнить, при этом практически не запыхавшись, и это вам не помешает в следующих упражнениях, значит, вы делаете эти бёрпи в этом метконе с такой вот скоростью. Окей, то есть это те метконы, которые мы можем делать быстро, которые нас не убивают, и, как я сказал, количество вы решаете сами. Это первое. Второе. Бёрпи маратонские. Что значит бёрпи маратонские? Бёрпи маратонские это значит, что мы их делаем более медленно, более спокойном темпе, и при этом мы можем выдержать темп, не темп, извиняюсь, при этом мы можем выдержать количество бёрпи, которые мы сделаем, очень много. Окей? И обычно они делаются более спокойно и более медленно. То есть в чем здесь получается у нас разница? Она получается в том, что люди обычно, например, есть там бёрпи, скажем, грубо говоря, 50 бёрпи сделать. И люди начинают с места в карьер с 0 до 100 километров за 2 секунды и погнали. На 10-м уже сдыхают. И что они делают? Правильно, стоят, отдышка, теряют свое время. При этом, если вы начнете эти бёрпи изначально делать не спринтерской скоростью, а, скажем, 70% от вашей скорости, и делать это в более маратонском темпе, то тогда вы, скорее всего, либо закончите больше, как минимум, я думаю, как минимум закончите больше половины нужного вам количества, или даже, может быть, если это какое-то более-менее количество логичное, может быть, даже все бёрпи без того, чтобы остановиться на перерыв. А дальше, если вам пришлось остановиться на перерыв, друзья, то этот перерыв он будет короткий, небольшой, буквально 5-7 секунд, и вы опять в работе. Окей, поэтому есть два вот таких для меня лично типа, и где и когда я их применяю, я вам только что объяснил. Теперь, дальше. В чем разница их выполнения? Смотрим. В чем разница выполнения этих двух видов бёрпи? Итак, первое, спринтерские. Как мы их выполняем? Мы выполняем следующим образом. Наша цель – упасть как можно быстрее вниз. Правильно? То есть выставляем руки, делаем торможение руками, чтобы не разбиться об землю, и падаем вниз как можно быстрее. Упали. Теперь здесь мы что должны сделать? Мы должны встать в прыжке. То есть мы подпрыгиваем с ногами как можно более прямыми, окей, как можно ближе к рукам, и отсюда мы уже выпрямляясь, используя таз, и выпрыгиваем вверх. Таким образом мы можем делать как можно быстро. То есть тут вся тема в чем? Это подтянуть ноги в прыжке как можно ближе
к телу и не вот в каком-то сквоте, а именно как можно больше прямые. Сквот нам здесь не нужен, только нам забьет сильнее ноги. И тогда мы делаем спринтерские бёрпи. То есть получается следующим образом. Окей? То есть вот приблизительно, друзья, вот таким вот темпом мы работаем. То есть этот темп у кого-то, кстати, этот спринтерский темп, он может быть у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Все зависит от того, от вашей подготовки, от вашей сердечно-сосудистой системы, от разных вещей, да. От той же растяжки, то есть если вы можете подтянуть ноги как можно ближе, как можно более прямые, конечно, совсем прямые тоже не надо, потому что нам нужен разгиб вот этого вот тазового сустава для того, чтобы выкинуть на сверхпрыжок. Но все равно это будет легче. Если у человека плохая растяжка эмстринга, он не может потянуть близко ноги, отводит их метр от рук, то, естественно, у него и прыжок будет намного слабее, хуже, он будет больше уставать. Вот. Но это вот так вот мы выполняем, по большому счету, спринтерские бёрпи. Погнали дальше. Теперь, как же мы выполняем бёрпи маратонские, то есть более легкие, более спокойные. Это не значит, что мы их выполняем совсем медленно. Нет, как я сказал раньше, друзья, мы их выполняем приблизительно со скоростью там, 70% от нашей максимальной. В чем же разница? А разница в следующем. Смотрим, что мы делаем. Мы вначале падаем как можно быстрее вниз. Потом мы, приподнимаясь на руках, мы не подпрыгиваем ногами вперед, а мы просто выставляем одну ногу вперед. Можно даже с небольшим подпрыгиваем, но вся тема тут, что мы просто ставим ногу вперед. Потом мы уже подтягиваем вторую и делаем прыжок. Таким образом, наши бёрпи получаются чуть медленнее, чем спринтерские. Ну, не чуть медленнее, но медленнее, да, чем спринтерские. Но при этом они нам сохраняют постоянный темп работы, который мы можем выдержать намного дольше, чем в спринтерском варианте. И мы во время этих бёрпи успеваем немного даже отдыхать. И нам это на пользу, как я сказал ранее, когда мы делаем какое-то или очень большое количество бёрпи, или у нас какой-нибудь меткон, где есть еще куча разных этих упражнений, и нам нужно просто бёрпи делать немного спокойнее, а не на максимальной скорости. Итак, как же это выглядит? А выглядит это, если мы делаем несколько раз подряд, следующим образом. Я, кстати, каждый раз даже ноги меняю, какую ногу выставить вперед. Итак, выглядит это приблизительно следующим образом. Упали, упали, подтянули, выпрыгнули, упали, подтянули, выпрыгнули. Окей? Причем здесь, друзья, этот темп тоже можно регулировать. То есть мы можем делать его как чуть быстрее, так и чуть медленнее. То есть если вы, скажем, изначально сделали чуть быстрее, чем рассчитывали, и начали быстро запыхаться, вы можете просто чуть-чуть уменьшить скорость движения, да, скажем, чуть медленнее. Ну, падать всегда желательно как можно быстрее. Но даже в падении вы можете чуть уменьшить скорость падения, вы можете чуть медленнее вставать и потягивать ногу, и при этом вы не остановите, все равно будете их продолжать. Это была первая часть, друзья, которую я вам хотел рассказать про бёрпи, будет еще продолжение. Но на этом я буду с вами, друзья, заканчивать. Как всегда, лайки, подписка приветствуются. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.